Липецкий регион – один из наиболее успешных и динамично развивающихся субъектов Российской Федерации. Область занимает лидирующие позиции по многим социально-экономическим показателям. Липецкая область расположена в 370 километрах к югу от Москвы. Регион обладает существенным преимуществом в сфере логистики. Через территорию региона проходят 3 федеральные трассы. По насыщенности автомобильных дорог Липецкая область входит в первую десятку субъектов Российской Федерации. Липецкий аэропорт имеет статус международного, способен принимать самолеты любого класса. Частью транспортной инфраструктуры туризма являются железные дороги. Узловые станции региона, обслуживающие пассажиров – Елец, Грязево-Воронежские, Раненбург. Важный фактор инвестиционной привлекательности Липецкой области – удобное географическое расположение в центре европейской части России. В Липецкой области более 500 озер. Хорошо развитая речная сеть протяженностью более 5000 километров создает предпосылки для развития в регионе речного туризма. Создан уникальный потенциал для развития рыболовного и охотничьего туризма в регионе. Уникальная природа Липецкой области, а также богатое культурно-историческое наследие сделало туризм и рекреацию в регионе стратегическим ориентиром инвестиционного развития Липецкой области. В рамках федеральной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации в Липецкой области созданы туристско-рекреационные кластеры Елец, Добрый, Шуховский и автотуристские кластеры Задонщина и Ораньенбург. Туристско-рекреационный кластер Елец. Туристско-рекреационный кластер Елец располагается в городе Ельце, включает участки Становлянского и Елецкого районов. В центре города сохранилась уникальная историческая застройка. Здесь начинаются многочисленные туристические маршруты. Инвестиционной привлекательности ТРК «Елец» способствует богатое историческое и культурное наследие района, наличие на территории кластера уникальных природных объектов. На территории Елецкого района проходят мероприятия событийного туризма международного уровня. Второй по величине в Европе фестиваль военно-исторической реконструкции «Русборг» в 2015 году посетили более 14 тысяч зрителей. Фестиваль «Ладейное поле» – единственный в России фестиваль, посвященный судостроению раннего Средневековья, на котором можно увидеть точные копии речных и морских судов эпохи викингов. «Легенда о граде Ельце» – один из самых известных оперных проектов Open Air в России. Успех постановки инициировал строительство театрально-сценического комплекса на 2000 человек на набережной реки Быстрая Сосна. В кластере будут построены рестораны, гостиницы, спа-комплекс, водный комплекс. Приоритет инвестиций в ТРК «Елец» подтверждается ежегодным увеличением туристического потока и расположением кластера вдоль трассы М4 Дон. Надежность инвестиций в ТРК «Елец» подтверждена успешно реализуемыми на территории района проектами в сфере туризма. Туристско-рекреационный кластер «Добрый». Туристско-рекреационный кластер «Добрый» располагается в селе Доброе и его окрестностях. Туристический интерес стимулирует большое количество объектов исторического и культурного наследия. Расположение ТРК «Добрый» обусловлено богатым рекреационным потенциалом района. ТРК «Добрый» приглашает инвесторов для реализации проектов по созданию туристической инфраструктуры. Базы отдыха, специализация рыбалка, культурно-развлекательного и гостиничного комплекса, ресторана со смотровой площадкой спа-комплекса, агротуристского комплекса, автовокзала. Базы для сплава по реке, охотничьего клуба.
Инвестиции в строительство города мастеров способствуют созданию эксклюзивной сувенирной продукции. Широкий спектр преференций со стороны администрации Липецкой области и Добровского района создает благоприятные условия для инвестиций в ТРК «Добрый». Туристско-рекреационный кластер «Шуховский». ТРК «Шуховский» расположен в селе Полибино Донковского района. Общая площадь кластера «Шуховский» составляет 180 гектар. На территории кластера находится уникальный комплекс туристических объектов – усадьба Нечаева-Мальцева, памятник архитектуры федерального значения. Водонапорная башня, выполненная по проекту инженера Шухова, первое в мире сооружение гиперболоидной формы. Садово-парковый комплекс конца XVIII века. ТРК «Шуховский» приглашает инвесторов. Интересным инвестиционным проектом в кластере является реконструкция в культурно-гостиничный комплекс исторической усадьбы с прилегающими зданиями и территорией. Инвестиционные проекты ТРК «Шуховский», гостиничный комплекс, кинотеатр, охотничий рыболовный клуб, автостоянка, детский игровой центр. Туристическая привлекательность и минимальный уровень инвестиционного риска способствуют динамичному развитию ТРК «Шуховский». Автотуристский кластер «Задонщина». Кластер «Задонщина» расположен вдоль федеральной трассы М4 Дон. Общая площадь 1505 квадратных километров. Коммерческий успех проектов автотуристского кластера гарантирован ввиду отсутствия качественного придорожного сервиса и подобных инвестпроектов на федеральной дороге М4 Дон. В Задонщине расположен один из самых крупных в России питомников хищных птиц и природный заповедник Галичья гора. Для туристов в кластере работают различные виды туристских маршрутов – пешеходные, культурно-познавательные, спортивные и экстремальные, велосипедные. Концепцией придорожного участка кластера Задонщина предусмотрена поэтапная его застройка. Среди проектов – создание дорожно-гостиничного комплекса, аквапарка и мини-зоопарка, водно-лыжного и яхт-клубов, стрелкового и гольф-клуба, торгово-развлекательного центра, комплекса объектов придорожного сервиса. АТК «Задонщина» создает уникальные возможности реализации вашего инвестиционного проекта в сфере туризма и гостеприимства Липецкой области. Преимущество инвестиций в кластер АТК «Задонщина» выражается в том числе в снижении налогов участникам кластера, резидентам особой экономической зоны регионального уровня «Задонщина». Автотуристский кластер Ораниенбург. Границы автотуристского кластера Ораниенбург включают центральную и восточную части города Чаплыгина. Через территорию современного Чаплыгина проходила дорога Петра Великого на корабельной верфи в город Воронеж. Путь первого российского императора стал исторической предпосылкой к созданию в районе автотуристского кластера.
Богатая история и сохранившаяся в центральной части города комплексная застройка конца 19-го, начала 20 века делает культурно-познавательный и автотуризм перспективным направлением развития кластера Орanienburg. Реализованные проекты АТК Орanienburg, мини-отель «Базилик», путевой дом Петра I, мини-зоопарк, дом-музей кукол. Их успешная реализация подтверждает перспективы выгодных инвестиций в автотуристский кластер Орanienburg. Увеличению туристического потока ежегодно способствует проведение праздника «Мир на весь мир». АТК Орanienburg приглашает инвесторов для строительства гостиниц, торговых рядов, ресторанов и кафе, детского развлекательного комплекса, спа-комплекса, автостоянок. Благоприятный инвестиционный климат Липецкой области подтверждается высокими кредитными рейтингами агентства Fitch Ratings. Для инвесторов в Липецкой области созданы уникальные условия. Вся обеспечивающая инфраструктура в кластерах подводится к границам участков за счет федерального и регионального бюджетов. Все это позволяет инвестору за один год стартовать проект, увеличивает срок его окупаемости. Добро пожаловать в Липецкую область! The Lipetsk region is one of the most successful and dynamically developing subjects of the Russian Federation. The region takes the leading position by many social and economic indices. The Lipetsk region is situated 370 kilometers south of Moscow. The region has essential advantages in the sphere of logistics. 3 federal highways run across the territory of the Lipetsk region. By volume of traffic, the Lipetsk region is in the first 10 regions of the Russian Federation. Lipetsk Airport has the international status. It is capable to accept airplanes of any class. Railroads are part of transport system of tourism. The regional railway junctions serving passengers are Елец, Грязево-Воронежские, Oranienburg. The convenient geographical situation of the Lipetsk region in the central part of Russia is the important factor of its investment attractiveness. There are more than 500 lakes in the Lipetsk region. The well-developed river network is more than 5,000 kilometers long. This promotes the development of tourism on the river in the region. The unique potential for the development of fishing and hunting tourism is provided in the region. Both the unique nature and rich cultural and historical heritage of the Lipetsk region has made tourism and recreation a strategic guideline of investment development of the Lipetsk region. Tourist and recreational clusters Елец, Добрый and Шуховский and outer tourist clusters Zadonchina and Oranienburg have been created in the Lipetsk region within the federal target program of development of domestic and entrance tourism in the Russian Federation. Tourist and recreational cluster Елец. Tourist and recreational cluster Елец is located in the city of Елец. It also includes some sites of Stanovlyansky district and Елецкий district. The unique historical building still survives in the central part of the city. Numerous historical routes start here. The investment appeal of tourist and recreational cluster Елец is promoted by rich historical and cultural heritage of the district, and also by the existence of the unique natural resources on the territory of the cluster. Event tourism actions of the international value take place on the territory of Елецкий district.
More than 14,000 viewers attended second of European Importance Festival of Military and Historical Reconstruction Rusborg in 2015. Ладейное поле is the only festival in Russia which is devoted to the shipbuilding in the early Middle Ages and where it is possible to watch exact copies of river and sea ships of the Vikings epoch. Legend about Old Town Yelets is one of the most well-known opera open-air projects in Russia. The success of the staging initiated the building of a theatrical and scenic complex for 2,000 people on the bank of the river Bystraya Sosna. Restaurants, hotels, spa complex and water complex are to be built in the cluster. The priority of investments into tourist and recreational cluster Yelets is confirmed by annual increase of a tourist flow and by the location of the cluster along the federal highway M4 Don. Reliability of investments into tourist and recreational cluster Yelets is confirmed by the projects which have been successfully implemented on the territory of the district in the sphere of tourism. Tourist and recreational cluster Dobry. The tourist and recreational cluster Dobry is situated in the village Dobrye and its surroundings. Large number of objects of historical and cultural heritage gives rise to the interest of tourists. The location of tourist and recreational cluster Dobry is caused by the rich recreational potential of the district. Investment projects of tourist and recreational cluster Dobry are recreation center, culture and entertainment hotel complex, restaurant with the viewing platform, spa complex, agrarian tourist complex, bus station. Tourist center for rafting sport, hunting club. Traditional folk crafts have been preserved on the territory of the Dobrovsky district. Investments into the construction of the City of Masters promote the creation of exclusive souvenir products. Wide range of preferences from the administration of the Lipetsk region and the Dobrovsky district create favorable conditions for investments into tourist and recreational cluster Dobry. Tourist and recreational cluster Shukhovsky. Tourist and recreational cluster Shukhovsky is situated in the village of Polybina of the Donkovsky district. The unique complex of tourist objects is situated on the territory of the cluster. Nechayev-Maltsev's estate is an architectural monument of federal value. The water tower, designed by engineer Shukhov, is the first ever construction in the shape of the hyperboloid in the world. The garden and park complex was founded at the end of the 18th century. Tourist and recreational cluster Shukhovsky invites investors. The reconstruction of the historical estate with the adjoining buildings and area into a cultural and hotel complex is an interesting investment project. Investment projects of TRC Shukhovsky are hotel complex, cinema, hunting and fishing clubs, parkings, play center for children. Tourist attraction and the minimum level of investment risk promote the dynamic development of the tourist and recreational cluster Shukhovsky. Auto tourist cluster Zadonshina. The cluster Zadonshina is situated along the federal highway M4 Don. Total area is 1,505 square kilometers. The commercial success of projects
of the outer tourist cluster is guaranteed due to the lack of high-quality roadside service and similar investment projects along the federal highway M4 Don. There is one of the largest nurseries of rapacious birds and the natural reserve Galичья Гора on the territory of Zadonshina. Different types of tourist routes work for tourists in the cluster. They are walking, cultural and informative routes, sports and extreme routes, bicycle routes. The concept of the roadside of the cluster Zadonshina provides its stage-by-stage building. The projects include the building of a roadside hotel complex, aqua park and mini zoo, water skiing club and a yacht club, shooting and golf clubs, and shopping center, roadside serving complex. Outer tourist cluster Zadonshina creates unique opportunities for implementation of your investment project in the sphere of tourism and hospitality of the Lipetsk region. Outer tourist cluster Oranienburg. Borders of outer tourist cluster Oranienburg include the central and eastern parts of Chapligin. Peter's the Great route to the Voronezh shipyards ran on the modern territory of Chapligin. This became the historical prerequisite to creation of an outer tourist cluster in the Chapligin district. The rich